Всем привет, меня зовут Юра Волков, я шеф-кондитер, и вы у меня на канале Шакаяма, где мы обычно что-то готовим, но сегодня мы ничего не будем готовить. Мы сегодня отправляемся в Загреб. Отправляемся не просто так, у нас есть план действий, я хочу посмотреть, какие же кондитерские в столице Хорватии качают лучше всего. Вот что в них вот такого интересного, что привлекает людей. Да, мне интересно. Я понимаю мышление русских людей, москвичей, а здесь пока, соу-соу. Да? И вот мы отправляемся. Сейчас ждем, когда приедет наш путеводитель по Загребу Томислав. И помчим. Итак, начался наш первый день, единственный наш день в Загребе, который мы решили посвятить обзору кондитерских. И вот первая кондитерская, которую нам посоветовали попасть, это очень старая, это очень известная в Загребе кондитерская Винцек, их несколько всего. Вот мы сейчас пойдем посмотрим, что это из себя представляет. Мы уже позавтракали и отправились на исследование кондитерских. И вот зашли в одну, нам ее порекомендовали, называется Винцек. Вот видите, у них здесь свой логотип. Сказали, что это чуть ли не одна, их всего вроде 3 кондитерских в городе, чуть ли не самые лучшие. Но на самом деле, когда вот мы пришли сюда и увидели витрину, вы сами ее видели, она очень скучная, все какое-то коричневое, серое, черное, все из растительных сливок. В общем, мы взяли одно пирожное, я думаю, что оно нам не понравится. Давайте попробуем. Не знаю, какое оно вкусное, нет, называется каштан. Давайте мы его сначала разломим. Ничего внутри нет, то есть это просто кусок чего-то. Я не хочу это проглатывать, но нет салфеток. Это ужасно. В общем, мы дошли до следующей кондитерской, называется она Загреб. Находится в самом центре города. Мы до нее кругами шли, Степа даже уснул. В общем, сейчас к нам придет официант, мы сделаем заказ и вернемся. Мы заказали себе поесть. Я заказал какую-то штуку. Меня в ней что привлекло, спросите вы. А вообще я вам скажу, что цвета натуральные. В отличие от тех кондитерских, где мы были вот до этого, вот это Винцек, где все кислотно-белое или невкусного коричневого цвета. Здесь, по крайней мере, я вижу, что крем не на растительных сливках, а на нормальных сливках. Если они там вообще есть, масле и ванильный стручок, вон видны семена. Алиса взяла себе какую-то тарталеточку, выедает все изнутри. Но она не такая, как на картинке. Да, а у Маши себе взяла мильфей. Мне очень много сделано.
Ну, на самом деле неплохо, но ничего особенного. Абсолютно. Что мне нравится, что реально продукты сделаны, но не из полного шлака, как работают все остальные. И малина малиновая. Слушай, ну вот это вот, за этим десертом можно вернуться. Давайте попробуем теперь мильфей. Сразу скажу, коржи очень толстые. Так мильфей нельзя делать. Они же какие-то сгоревшие. Чтобы он вот так вот разваливался, так нельзя делать мильфей. Если вам интересно, как надо делать мильфей, напишите мне в комментариях. Я покажу вам, как правильно делать мильфей. Ничего, нормально. Не скажу, что это прям бомба, космос и то, что я хочу. Но хотя бы это больше похоже на те десерты, к которым привык я. И меня это радует. Я на самом деле, зайдя в 2 кондитерские, мы этого не снимали, мы просто зашли посмотреть. Я уже упал духом, я думал, что все пропало. Местные люди просто сумасшедшие, едят одно и то же. И вот мы натыкаемся на вот такие, ну реально как бы вкусно выглядящие десерты, да, Алис? Где-то какая-то нотка французской руки здесь чувствуется. Или на стажировку кто-то ездил, или просто знает толк в десертах. В общем, кондитерская Загреб, мы тебе ставим лайк, ты молодец, это клево. И вообще очень стильное местечко, в хорошем месте. В общем, если вдруг вы окажетесь в Загребе, и вам захочется выпить чашечку кофе или чая с десертом, вот за кафе Загреб это куда вы должны попасть. И серьезно. А мы будем доедать и идем дальше. Ali ne možeš tortu sad jesti kada hoćeš je jesti doma. Odavde ovdje budem, pa je moram nešto pogledati još možda. Sad ću ti reći. Možda i možemo malo, ne? A ovo moram sad vam dobro. Вот мы вернулись уже сегодня домой. Мы были еще в одной кондитерской. Она находится в торговом центре между эскалаторами. То есть там как бы не очень удобно было снимать, поэтому мы взяли с собой то, что там захотели. Это вот такие они делают мини-пончики и макаронс. Так, ну давайте пробовать. Слушайте, могу сказать, что из всех пончиков, которые я пробовал в Хорватии, эти самые вкусные. Они мягкие, они сочные, их не хочется запивать. Находится эта кондитерская в торговом центре Арена Загреб. И вроде как, то, что мне рассказывал мой знакомый, они не сами делают. Теперь дело за макарон. Единственное, что я их купил просто, чтобы попробовать такой вот наборчик. Они уже готовы. Наборчики, я их не набирал. Единственное, что мне не очень нравится, это обилие красителей. Я люблю макаронс, но я не люблю, когда вот они такие кислотные. Это, по идее, должен быть клубничный, это манго, это шоколад, и фисташка и черника. Давайте попробуем. Давайте я попробую шоколад. Да, отличный макаронс. Вот эти явно, что они следят. Там специальный холодильник для макаронса. Эти люди как бы заморочились. Интересно, фисташку давайте попробуем. Ну, красителя очень много. То есть, очень много красителя. Я бы его делал поменьше, но им так нравится. Мой вердикт: макаронс бомба. Реально очень вкусные. Хотелось бы, может быть, чтобы были какие-то интересные сочетания вкусов. Вот, но это личное дело каждого, да. Вот реально по качеству макаронс бомба. Что, доброе утро.
У нас уже 10 часов, правда, мы выбрались на второй наш день исследования кондитерских. И сегодня у нас немного другой день. Во-первых, потому что погода хорошая, светит солнышко и вообще прикольно. А во-вторых, мы вчера ходили по кондитерским более как индустриальным, производственным. А сегодня у нас рейд по таким кондитерским более эксклюзивным. И вот сегодня первое, что нам посоветовали, это кондитерская «Магнолия» Сластицы. Сейчас пойдем туда посмотрим, вообще надо позавтракать, выпить кофе, что-нибудь сладкого съесть. А может быть, не только. Погнали. Это вот растительные сливки, вот этот цвет. И вот этот цвет растительных сливок. В общем, несмотря на то, что десерты на витринах выглядят не очень аппетитно, мы все равно взяли попробовать один, мы же должны все-таки как бы объективно судить. Но мне здесь очень нравится. Очень милое кафе, очень прикольный дизайн, ничего вычурного, кричащего. Вот, ждем пирожного, ждем кофе и увидимся с вами вот буквально через секунду. В общем, нам принесли тортик. Это апельсин с шоколадом, классическое сочетание. Давайте пробовать. А еще мы ждем медовик. Медовик. Мне сказали, что это настоящий русский медовик. И сейчас мы посмотрим, что же они думают, эти хорваты. В общем, когда я был маленький, на каждый день рождения бабушка с дедушкой покупали торт. Этот торт был всегда бисквитом, муссом. И помните, были ягоды под желешкой. Вот это прям оно. Это тот самый торт, ягоды под желешкой. Но я не скажу, что он супер. Но я второй раз бы не заказал, если честно. Я просто, видимо, в детстве переел этих тортов, а они меня больше не впечатляют. Итак, пришел к нам наш медовик. Но к классическому русскому медовику это по виду не имеет отношения никакого. Но он похож чуть-чуть на тот медовик, который я делал у себя в ресторанах. Тоже много крема, маленькие коржи. Теперь давайте попробуем, скорее попробуем, чтобы понять. Этот крем на растительных сливках. Но это не медовик. Но он нежный, он вкусный, он как бы не очень, правда, медовый. Я не скажу, что он отстой. Но написано русский, это не он. Это нет, точно не он. Но вкусно? Ну, в принципе, да. Ну, если как вы не знаете, что такое медовик, вообще никогда его в жизни не пробовали, то попробовав это, он вам понравится. Реально. Но тогда вам не понравятся настоящие, потому что они отличаются. Здесь мало меда. Нет кислинки в креме. Должна быть крем, должен быть на сметане. Здесь ее нет. Какая-то воздушная, непонятная текстура, весь живой. Коржи не пропитались, они такие плотненькие. То есть это не медовик. В общем, подводя итоги, могу сказать, что можно прийти в Магнолию и съесть сладости. Это не что-то сверхъестественное. Но если вы хотите попробовать, понять, как хорваты видят медовик, зайдите, попробуйте. Вот реально, пока мы сидели, ели свой тортик, наверное, человека 3-4 зашли и купили этот медовик. Вот. Не похож он на наш, но им нравится. И мне понравилось. И Маше понравилось, и Алисе понравился. Мне я не ощутил там тех ноток, которые я хотел. Может, потому что я приболел, как бы притупились немного рецепторы. Вот. Но мне казалось он каким-то пустоватым. Что-то не хватало яркости, меда, что ли, я не знаю. Но как бы из 10 это вот 8. Сюда можно прийти. В общем, мы пришли к еще одному месту, называется Оранж. Нам его порекомендовали, выглядит все очень стильненько. Сейчас пойдем посмотрим, что они нам могут предложить, какие десерты. Нет, нельзя.
И, в общем, мы заказали себе тортик Павлова. Что-то они здесь любят нашу русскую культуру, да, медовики Павлова. Нет своего, что ли? В общем, пробуем. Слушайте, первый косяк, безешка вся мягкая. Она вся мягкая, только вот здесь, вот на краях. Все. Безе все размокло. В принципе, ну, ничего. Что такое Павлово? Взбитые сливки и ягоды. У них получилось, да? Но безе все мягкое. Хочешь, оно хрустело, оно не хрустит, да? В общем, это троечка. Вот из 10 это троечка. И 3 балла я этому ставлю только потому, что не слишком сладко. Да, но мне не понравилось. Хотя кому-то может и понравится. Но мне нет. Я привередливый господин, мне это не... Все, а сейчас пускай это ест Алисочка. Алисочка любит сладкое. Давай, Алиса. Ничего мне не понравилось, кроме дизайна в этом месте. За дизайном, но оно очень клево, классные официанты, интересные костюмы, брендированные пакетики. В общем, это не место для сладостей. В общем, резюмируя все, могу сказать, что кондитерских в Загребе качественных есть, но они не интересные абсолютно. Вот. Но что мне понравилось, что здесь люди любят сладкое, они едят десерты, едят пирожные гораздо больше, чем у нас на море. И это клево. Это значит, что здесь есть куда идти. Я думаю, что наш концепт моих десертов им будет интересен. Вот. А мы пойдем за машиной и поехали уже в сторону дома. Включимся где-нибудь по дороге, что-нибудь интересное покажем.